Сегодняшнее видео посвящено одному из самых интересных и ярких представителей кей-поп, младшему участнику и главному вокалисту группы BTS. Мы рассмотрим его путь от скромного мальчика из Пусана до мировой суперзвезды, узнаем, чем он отличается от других айдолов и почему весь мир называет его «Золотой Макне». Это биография Чонгука из BTS, коротко и базированно. Как обычно, все ссылки на экране. Милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма ниже комментарии. Также не забывайте, что есть ссылки для поддержки каналов. Это Donation Alerts и Boosty. У кого есть возможность, обязательно воспользуйтесь ей. Это будет очень здорово и уважительно. Также, что еще, защитный баннер, который уместен для всех роликов на канале. Читайте, изучайте. И биография будет короткой, понятный, без углубления в какие-то экстремальные детали. В конце концов, это не фан-канал, а впрочем, сейчас я запущу вам тот же самый дисклеймер, как и в прошлом видео. Приятного просмотра! А теперь послушайте очень внимательно. Этот дисклеймер один и тот же будет использован аж в 3 роликах. Это Чимин, Чонгук и Тэхён соответственно. Потому что я знаю, что может произойти и скорее всего произойдет в комментариях под каждой из биографий. Я, как автор данного видео, ставлю перед собой цель рассказать максимально базированную, доступную и понятную биографию каждого упоминаемого артиста, а не вести документальную хронику каждого оха, вздоха и чиха. Кстати, на экране будут дополнительные приписки, которые уже не стану озвучивать, чтобы не затягивать дисклеймер. Вот они. Я не являюсь одержимым фанатом или отбитым хейтером, поэтому обе две категории вышеупомянутых граждан между собой сами разбирайтесь, я не из ваших. Чтобы не возникало идиотских вопросов и претензий в духе «А почему это видео вышло первым, вторым? Ага, ты хейтер или фанат? Вот чтобы этого не было, они записаны в алфавитном порядке, соответственно, Чимин, Чонгук, Тэхён. Алфавит можете поменять, если он оскорбляет вас тем, что имена участников идут не так, как надо, но я свое решение уже принял. И, конечно же, стоит помнить, что на этом канале, возможно, даже не только на нем, 3 оставшихся участника BTS носят неофициальный статус всадников комментаторского апокалипсиса, потому что из-за них больше всего ругани, поэтому думайте, что пишете. Надеюсь, вышеупомянутый дисклеймер с приписками на экране поможет вам смотреть ролик от начала и до конца без всяких вопросов. Если они у вас остались, ну, вперед в комментарии, Банхаммер ждет. А мы приступаем к биографии. Чон Чонгук родился 1 сентября 1997 года в городе Пусане и вырос в любящей семье, а также у него есть старший брат. В школьные годы мальчик не то чтобы сильно интересовался учебой, однако искусство и спорт его крайне привлекали. В частности, одним из любимых видов спорта артистов, который привлекал его в школьные годы, был бейсбол. Также у мальчика была мечта стать татуировщиком. Но достаточно рано музыка заняла особое и очень важное место в жизни будущего артиста. Серьезный интерес к сцене проявился у мальчика после того, как он посмотрел выступление G-Dragon, лидера группы Big Bang. Тогда он понял, что хочет стать певцом. В 13 лет Чонгук прошел кастинг в шоу Superstar K, где не попал в финал, однако привлек внимание нескольких агентств. Из всех он выбрал Big Hit Entertainment благодаря поддержке и харизме будущего лидера RM. Поговорим про начало карьеры. После переезда в Пусан Чонгук стал стажироваться в Big Hit. Несмотря на юный возраст, он быстро стал одним из самых перспективных тренеров. Он даже отправился в Лос-Анджелес для того, чтобы изучить танцы и стать более перспективным и соответствовать высоким стандартам индустрии. В 2013 году, когда мальчику было всего 15 лет, он дебютировал в составе новой группы, которая называется BTS. Тогда еще никто не знал, что этот мальчик с большим талантом станет мировой суперзвездой. По традиции биографических роликов участников BTS, пункт, который так и называется BTS. По факту, мало какие детали можно уже добавить на 6-й биографии, но давайте попробуем. Группа BTS дебютировала 13 июня 2013 года с композицией No More Dream. Чонгук сразу выделился сильным вокалом,
отличной хореографией и естественным обаянием. Он стал Макне, младшим участником группы, однако уже тогда демонстрировал результаты, достойные старших. BTS, как вы, наверное, догадались или знали, со временем стала группой, да не просто группой, а группой с мировым именем и феноменом. Чонгук вырос вместе с ней из застенчивого подростка в артиста мирового класса. Разумеется, не без помощи старших товарищей, которые поддерживали Макне во всем. А теперь поговорим немного про личные заслуги артиста. Разумеется, все награды, победы и достижения перечислять мы здесь не будем. Для этого, во-первых, есть новостные выпуски, во-вторых, биографические ролики не несут с собой цель каждый ох, вздох и чих пересказать. Поэтому пройдемся по основным достижениям. Тут, конечно, в классическом режиме озвучивания, потому что их достаточно много. Одно из его главных достижений — сольный альбом Golden, выпущенный в ноябре 2023 года. Это дебютный студийный альбом Чонгука, в который вошли 11 треков, включая хиты Seven Feet Latte, 3D Feat Jack Harlow, Standing Next to You и Too Sad to Dance. Успехи альбома. Дебютировал на 3-м месте в чарте Billboard 200, лучший результат среди всех сольных кей-поп исполнителей мужчин на тот момент. Альбом стал платиновым в Южной Корее, получил золото в Японии и США. Песня Seven заняла первое место в Billboard Hot 100, что сделало Чонгука первым корейским соло-исполнителем, добившимся этого с дебютным синглом. Кроме музыкальных рекордов, он также участвовал в создании и продюсировании многих треков как BTS, так и своих сольных песен, стал лауреатом и номинантом множества музыкальных премий, включая MTV Europe Music Awards, Billboard Music Awards, а также Korean Music Awards. Вошел в список Forbes 40 Under 40 Asia в категории развлечения и спорт. Он также является лицом крупных мировых брендов. В 2023 году стал глобальным амбассадором Calvin Klein, что привлекло к нему внимание не только фанатов музыки, но и мира моды. Компания с его участием стала вирусной и получила миллионы реакций по всему миру. Кроме того, Чонгук активно взаимодействует с фанатами, часто проводит прямые эфиры, записывает каверы на любимые песни и делится своим творчеством вне официальных релизов. Конечно же, еще раз подчеркну, это не все достижения, хотя сколько ни подчеркивай, все равно в комментарии придут те, кто скажет, а ты забыл еще вот те 10? Ну, что ж, пишите комментарии, активность каналу очень нужна. Перейдем к следующему пункту. И следующий пункт — это разбор голоса артиста. Сразу предупреждаю, разбор проводился на основе материалов из открытых источников. Ну, очевидно, это видео на YouTube. Как живые, так концертные, так клипы и так далее. Поэтому имейте это в виду. У меня здесь задача разобраться в технической, художественной составляющей, а не описывать каждую ноту и звук, который артист издавал в своей жизни. Окей? По классическим традициям Чонгук относится к категории теноров, причем эталонных, поскольку он справляется со своими задачами в рамках диапазона великолепно. Артист выдает очень ровное и стабильное звучание, при этом обладает тембром очень умеренным, без перекосов в грубость или мягкость. Все вышесказанное в совокупности с харизмой артистов позволяет ему работать в широкой палитре музыкальных жанров, не ограничиваясь лишь одними поп-песнями. А теперь один пункт, который, возможно, вызовет споры в комментариях, но молчать об этом нельзя. Это касаемо таланта и вообще, что такое талант. Итак, достаточно часто комментаторы пишут что-то в духе: это талант, это дар с небес, он поцелован Богом, вселенная дала ему этот навык. Короче говоря, они подводят, осознанно или нет, к тому, что артисту все это, грубо говоря, досталось на халяву. Не стоит забывать, что на самом деле никакой халявы нет и никакого таланта по факту не существует, потому что то, что люди называют талантом, это как раз приписывание, что ну тебе это с небес дано, это врожденные навыки. Нет, это результаты практики, и сейчас мы их обсудим. Если обращаться к тому, что говорил артист, то он не прекращает практику, занимается постоянно, каждый день, до срыва голоса, бесконечно совершенствуется, расширяет свой диапазон, занимается всеми возможными упражнениями и так далее и прочее для того, чтобы поддерживать свой голос в тонусе и делать его лучше.
Обратимся же к словам артиста. И что говорит Чонгук? Практика не прекращается, бесконечные занятия по расширению своего диапазона вокального, изучение новых техник, приемов, оттачивание мастерства до седьмого пота для того, чтобы радовать фанатов и быть удовлетворенным собой. Хотя, опять же, судя по всему, он, как и многие творческие личности, обладает неким болезненным перфекционизмом, который немного мешает, потому что и так голос уже очень стабилен, вы не поверите, будете шокированы, иногда он даже извиняется за свои выступления в социальных сетях. Например, был случай, точную дату не вспомню, но в новостях это где-то было рассказано, что он извинялся за выступление, где он был слегка простуженный и уставший, это, по-моему, было до службы в армии, и люди такие, а в смысле, а где? Какая ошибка была, вот. То есть голос уже настолько хорош, что люди ничего не замечают, но артист все равно пытается сделать лучше, быстрее, выше, сильней. Хотя, опять же, со слов артиста, он все-таки старается научиться все это принимать, отпускать и наслаждаться процессом больше, чем заниматься вот этим бесконечным совершенствованием, потому что лучшее враг хорошего. Но все-таки стоит отметить, что артисту, вероятно, повезло со строением голосового аппарата, а именно связок, то есть их размер, гибкость и так далее, выносливость. То есть тут, скорее всего, повезло, но это факторы, на которые невозможно повлиять, потому что это буквально случайно при рождении получается, то есть, когда зародыш формируется, это мы уже какую-то биологию ушли, но да, голосовые связки — это случайный элемент, они вот как у вас даны, так они у вас и остаются, можно их дальше развивать. По факту, условно выгодный рандом с голосовыми связками может ускорить развитие голоса и сделать его менее болезненным. Однако решающим фактором это не является, основное это практика, потому что насколько бы у вас здорово не получалось все от рождения, вас все равно обойдет тот, кто занимался больше, усерднее и, возможно, даже не обладает такими вот великолепными голосовыми связками. Поэтому здесь все-таки речь идет не про врожденные божественные навыки, а про бесконечный труд. Резюмируя про голос Чонгука, на мой личный взгляд, это не результат какого-то врожденного таланта, а высочайшего профессионализма, который был рожден бесконечными тренировками, практикой, срывами голоса, падениями, поражениями, но потом в дальнейшем побед оказалось больше. Опять же, если обращаться к тому, что рассказывал сам артист. При этом, наверняка, он имел доступ к прекрасным педагогам компании, и все это вместе в совокупностью, плюс добавим вот эти вот врожденные его все-таки особенности связок, все это формирует тот самый уникальный голос, тембр и широчайший диапазон артиста, которого все знают как Чонгук из BTS. На самом деле про голос можно было продолжать еще очень долго, но наверняка есть профильные каналы, которые только и занимаются тем, что рассказывают про конкретного артиста. Я надеюсь, тут было все понятно. Если вам нужна супер квадратно-гнездовая версия, давайте вообще там в двух предложениях. Голос Чонгука из BTS вот такой вот классный, вообще никаких ошибок, косяков. Автотюн у него присутствует, как и у всех, но только в рамках сглаживания и коммерческих стандартов, вообще не докопаться. Чего ты пытаешься еще достигнуть, Чонгук? Где же предел? Ну, теперь, когда я сделал уже кучу выводов, мы можем перейти к следующему пункту. С голосом все окей. Далее у нас интересные факты. Разумеется, не все, их гораздо больше. Но все в один ролик уместить невозможно. Да и цели такой не было. Это видео все-таки в первую очередь базированное, а именно для тех, кто не знаком с артистом, мало знаком с артистом и просто хотел освежить у себя в памяти некоторые моменты, плюс услышать разбор голоса. Окей? Окей. Я уж какой раз это за видео говорю? Давайте почитаю вам факты интересные. Прозвище «Золотое Макне» Чонгук получил благодаря своим многочисленным талантам. Он не просто поет и танцует, он рисует, снимает и монтирует видео, отлично поет вживую, занимается спортом и всегда открыт к новым навыкам. Видеоконтент. Чонгук создал и монтировал видео для BTS под брендом GCF – Golden Closet Film. Это атмосферные и эстетичные видеоролики с поездок и закулисья. Они показывают его взгляд на творчество, умение кадрировать, работать с светом и монтажом. Творческое мышление. Чонгук сам пишет музыку, его треки Still With You и My You – душевные сольные композиции, которые он посвятил фанатам. Он сам сочинил музыку, спел и записал их на платформе SoundCloud.
где они мгновенно стали вирусными. Любимые артисты. Среди тех, кто вдохновлял его в юности, это G-Dragon из Big Bang и Джастин Бибер. Позже он смог сотрудничать с западными артистами, такими как Латта, Джек Харлоу и The Kid Laroi. Увлечения. Он любит рисовать, играть на гитаре и заниматься спортом. У него черный пояс по тэквондо и большой интерес к боксу, которым он активно занимается в свободное время. Простота и скромность. Несмотря на всемирную славу, Чонгук остается удивительно скромным. Он часто говорит, что хочет оставаться нормальным человеком и не боится показывать себя настоящего, без фильтров и постановки. Кроме того, у нас тут есть еще одно достижение, которое тоже попадает в список интересных фактов. В списке 200 величайших певцов всех времен по версии журнала Rolling Stone он занимает 191 место. Великолепно. Рекорды в соцсетях, да, это еще не все. Один из самых обсуждаемых айдолов в Твиттере, он же X, ТикТок и Инстаграм. Кстати, в ТикТоке у него был самый популярный хэштег, или на Ютубе Чонгук. Уже, может быть, нет, но когда-то был. Только не помню, в какой из соцсетей. Его имя часто попадает в топ Google Trends по поисковым запросам. Он установил рекорд Weverse, проведя прямой эфир с более чем 16 миллионами зрителей одновременно. Особенности личности. Он левша, но владеет обеими руками почти одинаково. Чонгук перфекционист, о чем мы выше с вами уже убедились в пункте про голос. Постоянно стремится к самосовершенствованию. Он признается, что часто критикует себя, чтобы становиться лучше. Разумеется, это были не все интересные факты. У Чонгука еще собака есть, доберман, по кличке Бэм или Бам, если читать дословно по-английски. Да и вообще много всего интересного, но все интересное в один ролик не уместится. Поэтому мы с вами переходим к выводам. Но перед этим список прекрасных людей, благодаря которым вышло это видео. Спасибо, мои дорогие бустеры, дамы, господа, товарищи, товарищессы, друзья, друзья, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что. Большое вам спасибо. Далее Бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, милости прошу. Там, опять же, много контента дополнительного, ранний доступ без блокировок, тормозов, ограничений, отвечаю на личку, комментарии. Ну и кроме того, это помогает каналам не умирать, в том числе и ведущему, единственному, который тут присутствует. Ну и вторых нам, наверное, и не надо. А вот монтажер бы не помешал, да, но когда-нибудь в другой раз. Другие каналы, которые тоже веду в одно лицо. MPTube, реакции, марафоны и комментарии к клипам. Не со стороны визжащего психопата, который просто ради просмотров вот выпучивает глаза и который... Вот такие видосы я терпеть не могу. У меня там честные эмоции. Они умеренные, иногда яркие, иногда отсутствуют, все честно. Но самое главное, комментарии со стороны звукорежиссера, музыканта, вокалиста, продюсера и так далее. В общем, человека, который занимается производством музыки, а не сбором просмотров. Вы сами можете посмотреть, не в просмотрах канал. Скорее такой околообразовательный контент. MP Entertainment музыка моего производства. Самый свежий релиз на момент записи этого видео здесь. Либо я уже успел сюда вклеить следующий релиз, который вышел в июле. Эта биография, по-моему, вообще выходит в августе, если не ошибаюсь. Да. В общем, вы, наверное, в курсе. Чуть что, подпишитесь на MP Entertainment, там все актуальные релизы по одному треку в месяц сейчас выходит. Такой план на год, далее посмотрим. Telegram, чтобы не теряться. А теперь выводы. Что можно сказать в заключении? Чонгук из BTS это не просто застенчивый парень, который стал суперзвездой. Нет, это в первую очередь не щадящий себя великолепный профессионал вокального дела, который пытается достигнуть таких невероятных высот, что возможно они находятся где-то за пределами стратосферы. Он не просто артист, а человек, который своим трудом и искренностью завоевал сердца миллионов. Он продолжает расти как музыкант и личность, вдохновляя людей по всему миру. Его история – доказательство того, что если у тебя есть мечта, страсть и усердие, ты можешь достигнуть всего. А учитывая, что недавно он завершил обязательную военную службу, больше никаких преград у него нет. А вишенкой на торте выводов про Чонгука из BTS будет цитата артиста. «Я просто хочу быть кем-то, кто может дать людям счастье через музыку». Вот такой он Чонгук из BTS, и это была его краткая, базированная биография, которая хоть и не охватывала весь период жизни артиста, но получилась достаточно информативной и, на мой взгляд, крайне интересной. Как вам видео, пишите, конечно, в комментариях, они открытые, главное пишите адекватно. Ну, я думаю, тут адекватное большинство присутствует, поэтому нет поводов для беспокойства.
Не забывайте, что если вы смотрите видео в первый раз, то обязательно подпишитесь, а если давно без подписки, тем более подпишитесь, нажмите на колокольчик, это поможет продвигать адекватные новости на канале. Возможно, рубрика с биографиями еще поживет какое-то время после участников BTS. Кстати, да, на очереди у нас получается Тэхён, по логике вещей и алфавитному порядку, а дальше уже подумаю, нужен ли большой ролик про BTS. Как обычно, с вами был Максим, и я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока. Как обычно, сцена после титров. Самый свежий релиз, вот он здесь на экране. Если картинка здесь с Vamos, то переходите на MP Entertainment, там точно будет самый свежий. Тут зависит от того, насколько я успею поздно это все залить, чтобы совпало с выходом нового релиза. Далее, следующая биография, как я и говорил, у нас будет Ким Тэхён, потому что еще раз алфавит. Чи, Чо, Т получается, то есть Чимин, Чонгук, Тэхён. Хотя сколько не объясняю, я уверен, что уже в предыдущей, в этой биографии меня записали фанаты и в хейтеры, так что я экстрасенс, я предвидел это. Обе две категории, возвращайтесь на пункт с дисклеймером, я не из ваших. Стрим будет, как только я вернусь из отпуска, я поточнее скажу. Что еще? Да, большой биографический ролик про BTS, может быть будет небольшим, а может вообще не будет. Там потом я объявлю, сколько нужно просмотров на все 7 роликов про BTS собрать, чтобы я взялся за сценарий. У меня есть 3 варианта, это 3-часовой ролик из 3 частей, часовой и на 30 минут. И можно еще, конечно, на 10 минут сделать, но это совсем уж короткий. Там посмотрим. То есть, это уже такая, знаете, задача со звездочкой, может быть, не будет исполнена никогда, может быть, зависит от вас. Рубрика с биографией мне обычно всегда портила статистику, но все равно интересно, поэтому выпускаю. В конце концов, я узнаю чуть-чуть больше про артистов, про которых и так постоянно вам рассказываю. Ну что еще? Спасибо великолепным людям, которые все смотрят до конца, от начала до конца. Вы прям классные. Бустерам еще раз низкий поклон. И какая может быть сцена после титров в биографическом ролике? Все, встретимся в следующий раз.